Как-то раз со мной связался некий молодежный коллектив, и они со всей уверенностью заявили, что у них есть какой-то электрический велосипед мощностью 1 киловатт, на котором они в хлам уделают мой паровой мотоцикл. Ну или, как еще это говорится, порвут меня как тузик грелку. Это было очень интересное заявление, ведь все же знают, что в эквиваленте приблизительная мощность моего парового мотоцикла около 2 киловатт. Я решил принять этот вызов. Честно говоря, мне и самому было очень интересно. Я, конечно, планировал сравнивать свой мотоцикл, скажем так, с бегущей лошадью, но вот про электрические велосипеды я что-то как-то даже и не подумал. На самом деле, для меня самого исход этой битвы был абсолютно непредсказуемый. Несмотря на то, что мощность моего двигателя больше в 2 раза, вес электрического мотоцикла был меньше в 3 раза. А кроме того, ко всему они еще нашли какую-то щупленькую девочку, которая по весу была больше похожа на пенопласт. Ну что же, тем и интереснее. Решили спору быть. Ребята приехали ко мне в Тольятти аж с Москвы. Они сразу обговорили, что будут снимать свой некий видеоматериал. Я посчитал это хорошим поводом тоже снять еще одну серию для правого мотоцикла. Ну и, разумеется, просто еще разок покататься на своем любимом мотоцикле. Погодка в тот день, честно говоря, была так себе. Было холодно, мокро, темно, местами лежал снег. Но поскольку у моих коллег был всего лишь один день на все эти мероприятия, понятное дело, съемки состоятся при любой погоде. Я посмотрел, как разгоняется их электрический велосипед, и должен сказать, разгон у него действительно неплохой. Современные электрические двигатели и правда очень хороши. И вот все приготовления были сделаны, все комментарии и расспросы состоялись, и пришло время стартовать. У тебя горелка горит. Привет, друзья! Сегодня я хочу сравнить две технологии. Супер древняя технология – это паровой мотоцикл, и суперсовременная технология – это современный электровелосипед. Посмотрим, что быстрее, что лучше и как это вообще будет выглядеть. Результат даже первого заезда все расставил на свои места. Несмотря на то, что стартанули мы не одновременно и у велосипеда была небольшая фора, плюс еще у велосипеда была возможность помогать двигателю педалями, работало все это первые 20 метров. Далее крутить педали было просто бесполезно, а мощность электрического двигателя начала падать.
Паровой же мотоцикл, наоборот, вышел в свой некий резонанс и набрал свою проектно-расчетную мощность, оставив глотать пыль все супер-пупер современные велосипедные технологии. И поняв, что дальнейшие соревнования абсолютно бесполезны, мы решили просто покататься, так сказать, прогулочным шагом. Несмотря на то, что электрический велосипед проиграл в этой гонке, ребята уезжали домой в хорошем настроении. Они были очень довольны, увидев вживую этот паровой мотоцикл, а особенно им понравился звук этого мотоцикла, звук паровой машины, ну и, конечно же, его свисток. Кстати говоря, именно в этой местности, среди леса, при влажной погоде, у свистка было очень необычное красивое эхо. Конечно, видеокамера не способна передать все эти тончайшие оттенки и те децибелы, которые создает этот паровой свисток. Но тем не менее, я решил сделать небольшую нарезку именно гудка этого парового мотоцикла, чтобы все могли хотя бы представить себе, какое это удовольствие услышать подобное вживую. Ну а на сегодня это все, дорогие друзья. До встречи в следующих сериях.